Аналитики бьют тревогу, оккупанты лезут на Купянск и лезут в буквальном смысле. Уже через пару недель Трамп опять может встретиться с Путиным. Черный день для теневого флота России. Стало известно, сколько кораблей повредили дроны СБУ. Мы за ценой не постоим. Расходы на поиск эликсира молодости для Путина выросли в разы. В Непале премьером впервые стала женщина. Причем тут искусственный интеллект? Палестине да, Хамасу нет. В ООН прошло важное голосование. Камчатку снова трясет, есть угроза цунами. Культ личности выходит на новый этап. Как диктатор затмил главных красавиц Беларуси. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Ситуация на Харьковском направлении вновь вызывает тревогу. Российская армия смогла преодолеть реку Оскол и двигается по земле в Купянск. Об этом сообщает портал Deep State. По данным аналитиков, сделать это захватчикам удалось с помощью газовой трубы. По версии Deep State, оккупанты построили целую логическую артерию. Входы в трубу расположены около лимана Первого, а для перемещения используются специальные лежанки на колесах и даже электросамокаты, там, где позволяет высота. Маршрут до окраин Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по пути предусмотрены остановки для отдыха и запасы провизии. Аналитики пишут, что после выхода из трубы российские военные якобы проходят через соседнюю Радьковку, затем уходят в лес на юг, после чего рассредотачиваются по Купянску. Если это правда, то это уже третий случай, когда РФ использует трубопроводы для скрытого продвижения. Ранее подобная тактика была зафиксирована в Авдеевке и вблизи российской Суджи. Но местные власти сохраняют спокойствие. Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявил Эспрессо ТВ, что город под контролем ВСУ, несмотря на попытки информационных провокаций РФ. Но есть и хорошие новости. Украинский батальон «Шквал» полка «Скала» провел успешную наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей. Бійці «Скелі» отримали задачу знищити ДРГ та повернути в селище український прапор. В результате от оккупантов было освобождено село Филия. Две группы украинских штурмовиков зашли в населенный пункт и провели его зачистку, используя стрелковое оружие и гранаты. После этого в Филию зашли подразделения закрепления смежных частей для дальнейшего удержания позиций. Накануне Владимир Зеленский по результатам доклада главкома Александра Сырского рассказал о ситуации еще на одном направлении. Есть результаты в Сумской области. На сегодняшний день можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. По словам президента, бои в приграничье области продолжаются, но российская группировка на этом направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь. Продолжаем также активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой и Запорожской областях, добавил Зеленский. Засверкало все, я прям снял. Тем временем появились новые подробности удара по порту в Ленинградской области. Они впечатляют. Украина поразила не один, как писали ранее, а два танкера теневого флота России в порте Приморск возле Санкт-Петербурга. По данным Reuters, речь идет о судах Кусто и Кай-Юн. Оба корабля получили повреждения. Они перевозят российскую нефть под флагом Сейшельских островов. Также под ударом дронов СБУ оказалась насосная станция. Масштаб повреждений устанавливается, а порт остановил работу. Приморск – это ключевой хаб для загрузки теневого флота, с помощью которого РФ обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках, отметили в службе безопасности Украины. Через порт ежегодно проходит около 60 миллионов тонн нефти, что приносит России примерно 15 миллиардов долларов. Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта могут составить до 41 миллиона долларов.
Появились новые доказательства зацикленности Владимира Путина на идее вечной молодости. За последние 5 лет Российский научный фонд увеличил финансирование исследований в области старения и продления жизни более чем в 8 раз. По подсчетам Новой Европы, поддержка проектов выросла с 21 миллиона рублей в 2016-2020 годах до 172 миллионов рублей в текущей пятилетке. Возглавляет попечительский совет фонда Андрей Фурсенко, давний друг и соратник Владимира Путина. Многомиллионные гранты выделяются на исследование механизмов врожденного иммунитета, поисков маркера старения и изучение связей между мозгом, глазом и болезнью Альцгеймера. Не осталась без поддержки Мария Воронцова, старшая дочь Путина. Она руководит проектом по регуляции обновления клеток. Ее лаборатория получила грант до 30 миллионов рублей, несмотря на то, что научные показатели Воронцовой значительно уступали другим участникам конкурса. Независимые журналисты давно писали о нездоровом интересе Путина к теме долголетия, но недавно из области слухов эта тема перешла в разряд фактов. Недавно в Китае хозяин Кремля обсуждал с Си Цзиньпином возможность увеличения продолжительности жизни до бесконечности с помощью пересадки органов. А клубника, которую вы там дальше видите, это тоже отредактированная клубника. А на днях Путин посетил лабораторию Сириуса в Краснодарском крае, где ему показали холодильник с модифицированными продуктами, якобы замедляющими старение. Такая молодильная клубника в итоге получилась. Угробить сотни тысяч на войне и мечтать о вечной жизни. Что об этом думаете? Переживем кремлевского дедушку? Пишите в комментариях. Бывшая глава Верховного суда Сушила Карки официально стала премьером Непала. Ее назначение – результат беспрецедентных массовых протестов и давления улицы. Участники движения поколения Z добились отставки предыдущего правительства. Она первая женщина на посту премьер-министра в Непале, и я очень счастлив. Мы долго ждали ее. Эта революция поколения Z была не на день или два. Она длилась годами, люди жаждали чего-то подобного, и мы так счастливы. Я так горжусь этим моментом, буквально горжусь этим. Протесты были бескомпромиссными и кровавыми. По последним данным, 51 человек погиб, более 1000 получили ранения в столкновениях с силами безопасности. А триггером послужила попытка властей ввести цензуру на социальные сети. Именно на фоне этих волнений улица выбрала Карки, известную своей борьбой с коррупцией. Как пишет Нью-Йорк Таймс, с выбором восставшим зумерам помог определиться искусственный интеллект. ChatGPT выбрал 73-летнюю бывшую главу Верховного суда среди нескольких популярных кандидатов. Карки будет руководить правительством до новых выборов в марте 2026 года. Президент, уступив давлению протестующих, распустил парламент, где большинство составляли партии, обвиненные участниками протестов в масштабной коррупции. Я хочу, чтобы наша страна стала лучше, чтобы она процветала для всех, чтобы в ней жилось хорошо и чтобы все объединились. Пусть все братья и сестры работают вместе, чтобы двигать страну вперед, делая нас счастливыми. Похоже, у Непала появился шанс вступить в новую эпоху. Что думаете? Дональд Трамп и Владимир Путин вскоре могут снова встретиться. На этот раз в Куала-Лумпуре в октябре на 47-м саммите АСЕАН. Об отправке приглашений лидерам сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Только поедет ли президент США на это мероприятие? Ведь форум соберет премьера Госсовета Китая Ли Цяна, президента Бразилии Лулу да Силва и президента ЮАР Сирила Рафамосу. А отношения с этими странами у Трампа на данном этапе не очень. Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию о ситуации на Ближнем Востоке, одобряющую создание государства Палестина. Документ предусматривает немедленное прекращение огня в Газе, освобождение всех заложников, создание жизнеспособного и суверенного палестинского государства, нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. Один из важнейших пунктов – разоружение Хамас и прекращение его правления в Газе. Из 193 стран-членов Организации Объединенных Наций за
за проголосовали 142, включая Украину, Азербайджан и Россию. Против были 10 стран, включая Израиль, США, Аргентину и Венгрию. Воздержались 12. Президент Эммануэль Макрон отметил, что декларация инициирована Францией и Саудовской Аравией и станет дорожной картой к созданию двух государств на Ближнем Востоке. Представитель Израиля раскритиковал документ как односторонний жест, заявив, что главным выигравшим станет Хамас. Ожидается, что 22 сентября ряд мировых лидеров встретятся в кулуарах Генассамблеи, чтобы официально признать Палестину в качестве государства. Ну, опять понеслось. У побережья Камчатки снова произошло сильное землетрясение. Российские источники определили его магнитуду на 7. Геологическая служба США на 7,4. В Петропавловске-Камчатском ощущались толчки магнитудой пониже – 5,5-6. Ого. На восточном побережье Камчатского полуострова объявлена угроза цунами. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана. Геологи называют это землетрясение следствием подземных толчков на Камчатке, произошедших в июле. Тогда их магнитуда была выше и достигала 8,8. Это было очень красиво. В Минске прошел финал конкурса «Мисс Беларусь-2025», хотя де-факто это был бенефис бессменного узурпатора. С нами на празднике президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Диктатор годами традиционно не пропускает такие мероприятия, но в этот раз персона самопровозглашенного президента затмила всех и все. Участницам конкурса пришлось выйти на сцену в одежде с цитатами несменяемого руководителя. В основном это были высказывания Лукашенко о женщинах. Они и самое эффективное дипломатическое оружие, и настоящие труженицы. Не было только ни слова о сотнях белорусок, томящихся в застенках режима по политическим мотивам. Небольшой розыгрыш в рамках конкурса по совпадению выиграл тоже Александр Лукашенко. Сектор Е, ряд 4, место 16. Сам победитель был крайне удивлен. Здрасте. Добрый вечер. В общем, теперь вы примерно представляете, как в Беларуси 30 лет проходят так называемые выборы. Что об этом думаете, пишите в комментариях. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.